вами юрист Валерий Табаков. Тема сегодняшнего стрима – это украинский национализм, его исторические корни, современное проявление и влияние на государственность Украины. Особое внимание я уделяю сейчас ключевым фигурам современного национализма, таким как Олег Тягнебок и Ирина Фарион, их риторике, подкрепленной цитатами, и разберу, чем же национализм отличается от расизма. Это видео не о разжигании конфликтов, а о критическом анализе идеологии, которая формирует политический ландшафт Украины. Я рассмотрю ее через призму истории, права и общественных реалий. Готовьтесь. Мы услышим факты, юридическую оценку и начинаем. Зарождение украинского национализма. Он зародился в XIX веке на фоне борьбы за культурную и языковую идентичность в условиях разделения украинских земель между Российской и Австро-Венгерской империями. Кирилло-Мефодиевское братство в 1840-х годах в книге «Бытия украинского народа» сформулировало идею украинской нации как высшей ценности. Это был культурный национализм, направленный на сохранение языка и традиций. К концу века появляются радикальные течения. В 1902 году Николай Михновский и его Украинская народная партия провозглашают лозунг «Украина для украинцев» и называют москалей, поляков, венгров, румын и евреев врагами. Эти тезисы уже носили ксенофобский характер, заложив основу для этнического национализма. Далее следует межвоенный период, ОУН и так называемый интегральный национализм. В 1920-х годах возникает Организация украинских националистов, ОУН, созданная в 1929 году в Вене. Ее идеолог Дмитрий Донцов в книге «Национализм» 1926 год писал: «Нация – абсолют, требующий подчинения личности. Национальная идея должна быть аморальной, ибо мораль ограничивает свободу». ОУН исповедовала тоталитарную идеологию, близкую к фашизму, что подтверждал идеолог ОУН Николай Сциборский, говоря: украинский национализм приближается к фашизму своим содержанием. ОУН использовала террористические методы, включая убийства польских и советских чиновников. После убийства лидера ОУН Евгения Коновальца в 1938 году организация раскололась на умеренное крыло Андрея Мельника и радикальное Степана Бандеры. Во время Второй мировой войны ОУН сотрудничала с нацистской Германией, рассчитывая на создание украинского государства. В 1939 году Мельник писал Риббентропу: ОУН идеологически сродни национал-социализму. Однако Германия использовала националистов лишь как инструмент.
ОУН и ее вооруженное крыло УПА участвовали в этнических чистках, включая Волынскую резню 1943 года, до 100 тысяч погибших поляков, и антисемитские погромы, такие как Львовский погром 1941 года. Идеолог ОУН Степан Рудницкий в 1923 году предлагал стерилизацию неполноценных народов, что перекликалось с нацистскими идеями. После поражения Германии ОУН вела партизанскую борьбу против СССР до 1950-х годов. Многие лидеры эмигрировали, где их поддерживали западные спецслужбы в рамках антисоветской политики. Национализм трансформировался, сохранив антироссийскую направленность. После 1991 года национализм стал частью государственной идеологии Украины, особенно после Евромайдана 2014 года. Всеукраинское объединение «Свобода», созданное в 1991 году как социал-националистическая партия Украины, унаследовала идеи ОУН. Ее лидер Олег Тягнебок и соратница Ирина Фарион стали символами радикального национализма. Также возникли новые группы, такие как «Правый сектор» и батальон «Азов», усилившие влияние ультраправых. Закон о декоммунизации 2015 года и признание ОУН-УПА борцами за независимость легитимизировали националистическую риторику. Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» стал официальным, вызвав споры о героизации спорных фигур, таких как Степан Бандера. Современный украинский национализм представлен несколькими ключевыми фигурами, чья риторика формирует его образ. Рассмотрим их взгляды через цитаты из выступлений и действий. Олег Тягнебок. Лидер ВО «Свобода» с 2004 года. Политик с галицкими корнями, пропитанный антироссийскими настроениями. Его партия, изначально называвшаяся социал-националистической, в 2012 году была признана Высшим административным судом Украины нацистской организацией из-за идеологической близости к гитлеровскому национал-социализму. Цитаты из выступлений Олега Тягнебока. В 2004 году на митинге в Ивано-Франковске Тягнебок заявил: нужно дать отпор этой московско-еврейской мафии, которая сегодня захватила Украину. Эти слова вызвали обвинения в антисемитизме и ксенофобии, но Тягнебок отрицал их расистский контекст, утверждая, что критиковал власть. В 2012 году на факельном шествии в Киеве говорил: «Украина для украинцев. Мы должны очистить нашу землю от чужаков, которые разрушают нашу нацию». Этот лозунг, провозглашенный Олегом Тягнебоком, перекликается с идеями Михновского и ОУН. В 2014 году, после Евромайдана, Тягнебок говорил: «Наша борьба – это война за украинскую идентичность, против российской агрессии и
внутренней пятой колонны. Здесь Тягнебок использует патриотическую риторику, но подразумевает этническую чистоту. Тягнебок акцентирует этнический национализм. Но в последние годы он смягчил риторику, чтобы привлечь умеренных избирателей. Однако его партия остается маргинальной, набрав лишь 2,15% на выборах 2019 года. Ирина Фарион. Ирина Фарион, 1964-2024 годы. Филолог, профессор Львовской политехники, член ВО «Свобода», депутат Верховной Рады 2012-2014 годов. Она прославилась радикальной защитой украинского языка и ненавистью к русскоязычным украинцам. Ее убийство в 2024 году во Львове связывают с конфликтом между этническими и политическими националистами. Цитаты из выступлений Ирины Фарион. В 2010 году в детском саду во Львове Фарион говорила: «Если вас зовут Маша или Алена, пакуйте чемоданы и уезжайте в Россию. Украинские имена – это ваша идентичность». Это заявление вызвало скандал, но Фарион настаивала на своем. В 2017 году на митинге во Львове Фарион заявляла: поляки, чехи, венгры, румыны, которые требуют языковых прав, должны знать: в нашем доме наша правда и сила. Здесь она цитировала Донцова, подчеркивая этническую доминацию. В 2019 году на YouTube-канале Фарион говорит: на Украине нет русскоязычных украинцев. Если кто-то не знает украинского, он либо раб, либо оккупант. Это вызвало волну критики, особенно среди русскоязычных защитников Украины. В 2023 году Фарион высказалась о русскоязычных военных ВСУ. «Я, — говорила Фарион, — не могу назвать». Эти слова привели к уголовному делу по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия». Фарион представляла крайний этнический национализм, отвергая всех, кто не соответствовал ее языковым стандартам. Ее риторика раскалывала общество, особенно в условиях войны. Другие лидеры. Андрей Белецкий, основатель батальона «Азов» и лидер партии «Национальный корпус». В 2010 году он писал: «Наша миссия – возглавить борьбу белой расы за мировое господство». Хотя Белецкий позже смягчил риторику, его ранние заявления имели российский подтекст. Сергей Стерненко, бывший участник правого сектора, ныне национал-либерал. В 2021 году на YouTube-канале он говорил: «Украина должна быть сильной нацией, которая защищает свои интересы, но не ущемляет права других». Стерненко представляет более умеренный национализм, дистанцируясь от ксенофобии. Дмитрий Ярош, экс-лидер правого сектора, в 2014 году говорил: «Мы воюем за Украину, но не против других народов. Наша цель – независимость». Ярош пытается балансировать между патриотизмом и радикализмом, но его прошлое связано с насилием. Эти лидеры представляют разные грани национализма,
от этнического Тягнебок-Фарион до политического Стерненко-Ярош. Но их объединяет акцент на украинской идентичности и антироссийская риторика. Чтобы понять суть украинского национализма, важно отличить его от расизма, хотя их риторика иногда пересекается. Дадим определение. Национализм. Идеология, ставящая нацию и ее интересы выше других ценностей. В случае украинского национализма это акцент на украинской идентичности, языке и независимости. Национализм может быть гражданским, объединяющим всех граждан страны, или этническим, исключающим чужаков. Расизм – это идеология, утверждающая биологическое превосходство одной расы над другой, часто сопровождаемая дискриминацией и насилием. Расизм фокусируется на физических или генетических различиях, а не на культурной идентичности. Но здесь можно вспомнить высказывание о русскоязычной челюсти или, например, украинофонным слуховым органом. Отличие национализма от расизма. Национализм опирается на культурные, языковые или политические маркеры. Например, украинский язык у Фарион. Расизм на биологические. Например, идея арийской расы у нацистов. Цели. Националисты стремятся к укреплению нации, часто через независимость или культурное доминирование. Расисты к подавлению или уничтожению других рас как неполноценных. Примеры. Тягнебок-Фарион акцентирует языковую и этническую чистоту, но не говорят о биологическом превосходстве. Однако ранние идеи ОУН, такие как стерилизация неполезных народов, авторства Рудницкого, 1923 год, имели российский оттенок. Пересечение. Этнический национализм Фарион-Тягнебок может скатываться к ксенофобии, близкой к расизму, особенно в риторике против русских, евреев или поляков. Например, слова Тягнебока о московско-еврейской мафии вызвали обвинение в антисемитизме, но он отрицал российский контекст. Юридическая грань. Национализм как идеология не запрещен в Украине, если только он не переходит в разжигание ненависти. Расизм же однозначно осуждается международным правом, включая Конвенцию о ликвидации расовой дискриминации 1965 года. Высказывание Фарион о русскоязычных как рабах или оккупантах юридически квалифицируется как нарушение равноправия, но не как расизм, так как они не касаются биологических различий. Хотя были моменты, когда Фарион и ее последователи называли русскоязычных таких, что имеют русскоязычную челюсть. Это мы помним. Радикальный украинский национализм вызывает юридические вопросы, особенно в контексте международного права. Ксенофобия и дискриминация. Лозунг для украинцев и риторика Фарион о русскоязычных как не украинцах противоречат всеобщей декларации прав человека. Статья 2.
запрещающей дискриминацию по языковому признаку. Высказывания Фарион 2023 года привели к уголовному делу по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия». Следующий вопрос – героизация коллаборационизма. Закон Украины номер 317-8 2015 года о признании ОУН-УПА борцами за независимость противоречит Нюрнбергскому трибуналу, осудившему коллаборационизм и нацистов. Это закон нарушает резолюции ООН А/РЕС/60/147, призывающую избегать прославления нацистских движений, в том числе и движений коллаборантов с нацистами. Подстрекательство к насилию, призывы Тягнебока очистить землю от чужаков и Фарион ликвидировать внутреннюю Москву могут квалифицироваться как разжигание ненависти по Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации 1965 года. Хотя они не доходят до расизма, но все же такие заявления создают угрозу мира. Этнические чистки, исторические действия ОУН-УПА, включая Волынскую резню, подпадают под определение геноцида по Конвенции ООН 1948 года. Современная героизация этих событий усиливает раскол в обществе и противоречит международным нормам. Свобода слова. Статья 10 Европейской конвенции по правам человека защищает свободу слова, но не распространяется на призывы к ненависти. Риторика Фариона и Тягнебока часто переходит эту грань, создавая юридическую ответственность. Теперь посмотрим на связь национализма с государственной политикой Украины. После Евромайдана 2014 года национализм стал частью государственной идеологии. Декоммунизация, героизация ОУН-УПА и лозунг «Слава Украине» консолидировал общество в условиях войны с Россией. Однако радикальный национализм, представленный Тягнебоком и Фарион, создает проблемы. Первое. Раскол общества. Этнический национализм отталкивает русскоязычных граждан, включая военных ВСУ. Второе. Конфликт с Европой. Антипольские и антисемитские настроения националистов противоречат ценностям ЕС. Третье. Маргинальность. Свобода и подобные партии не имеют широкой поддержки в украинском обществе. Последние выборы показали, что в 2019 году Свобода набрала 2,15% голосов избирателей. Современная Украина строится на гражданском национализме, объединяющем всех граждан независимо от языка или этноса. Конституция, статья 10, гарантирует равные права. Радикальный национализм, напротив, подрывает единство, провоцируя конфликты. Как отмечал Константин Скоркин, национализм ОУН был ближе к фашизму, чем к демократическому проекту Украины. Украинский национализм, особенно в радикальной форме, представленной Тягнебоком и Фарион, это идеология, уходящая корнями в тоталитаризм и ксенофобию. Их риторика, подкрепленная цитатами, раскалывает общество и противоречит принципам демократии. Национализм отличается от расизма фокусом на культуре, а не биологии. Но этнический национализм
часто скатывается к ненависти, близкой к расизму. Как юрист я призываю к строительству Украины на основе равенства и толерантности. Радикальный национализм – это путь к расколу, а не к сильному государству. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь мнениями в комментариях, распространяйте это видео. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!